Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться процессом декорирования елочных шаров диаметром 8 см в белом мраморном бархате. Шары будут декорироваться в разном обрамлении, так как это два заказа. 2 шара будут в золоте и 3 шара в серебре. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересным и полезным. Приятного просмотра! И начну я с шаров, которые будут в серебре. Сначала я добавляю на них крючки. Для этого я использую металлизированный шнур длиной 16 см. Клеить крючки я буду на горячий клей. Далее вот такой тесьмой серебряного цвета в форме косички буду закрывать некрасивый шов на шаре. Чтобы косичка не разошлась, я уберу разъехавшиеся концы ножницами. Затем тесьму разделю немного напополам и продену через крючок. Только после того, когда на шаре добавлен уже крючок и обрамление, можно приступать к его декорированию. Один шар я задекорирую стразами в цапах различной формы и диаметра. Также буду использовать стразы более мелкие, квадратной формы диаметром 2 мм. Все ссылки на материалы и фурнитуру, которую я использую для декорирования этих шаров, я оставлю в описании под видео. И, конечно, чтобы весь декор смотрелся на шарах аккуратно, я буду использовать клей B6000. Один шар готов, к нему останется приклеить только банты. Второй шар я буду декорировать лепниной из текстурной пасты Sonnet в виде фигуры часы, которые показывают без 10-12. Лепнину для этого шара я буду окрашивать белой акриловой краской и сверху посыплю немного глиттером серебряного цвета. Лепнину окрашенную пока откладываю в сторону и за это время задекорирую третий шар. Декорировать третий шар я буду вот таким кабошоном, клеить его буду тоже на клей B6000. Шары с таким декором в серебряном обрамлении в сочетании с белым мраморным бархатом смотрятся очень нежно. К этим двум шарам осталось приклеить только банты, и дабы видео не затягивать, я покажу вам уже готовый результат. Банты, которые находятся на лицевой стороне шаров, я украсила кабошонами квадратной формы. Единственное, квадрат я всегда переворачиваю, так мне нравится больше, как смотрится кабошон на банте. На третий шар я приклею просто лепнину на клей B6000 и обрамлю их цепью со стразами шириной 2 мм в серебряном цвете. Этот процесс я уже не снимала, дабы видео не затягивать, но если вам интересно, на моем канале есть много видео на данную тему, поэтому можете переходить по ссылкам вверху, которые будут появляться на протяжении всего видеообзора. И теперь приступаю к декорированию шаров в золотом обрамлении. Изначально процесс такой же. Сначала я добавляю крючки, а затем закрываю швы на шарах. Для декора шаров в золотом обрамлении я буду использовать на одном шаре это лепнину из текстурной пасты Sonnet в виде фигуры оленя, а на втором шаре буду выкладывать узор из страз в цапах. И далее видео на примере этих шаров я хочу вам показать, как сместить центр тяжести на них. Меня недавно попросили показать, как я решаю эту проблему, и я с удовольствием с вами поделюсь своим решением. К этим шарам я уже тоже подготовила банты. Посмотреть, как сделать такие банты, можно по ссылке вверху. Напоминаю, что крючки, тесьму для закрытия швов и банты я клею всегда на горячий клей. А декор на самих шарах, лепнину, цепь со стразами, стразы я клею только на клей B6000. И у меня получился вот такой узор из страз в цапах в золотом цвете, и сейчас я буду его переносить на шар. У меня на канале есть подробный видеообзор, как я это делаю, можно его посмотреть по ссылке вверху.
Напоминаю, что когда я начинаю проклеивать правую сторону узора, я переворачиваю шар. Тогда узор получается ровным и видно всю симметрию. И теперь на шар можно добавлять уже бант, но сейчас появилась небольшая проблема. Стразы тяжелые, так как они стеклянные и находятся в цапах, и соответственно из-за этого центр тяжести на шаре изменился. Что я делаю в таком случае? Я смещаю бант немного вперед, то есть как обычно я его не клею сразу возле крючка. Далее в видео вы увидите весь процесс, но я хочу озвучить еще один момент. Когда прижмете бант к шару с клеем, сразу к банту прижмите крючок. Затем на то место, где крючок лег, вы добавляете клей и приклеиваете второй бант. Центр тяжести за счет этого сместился, соответственно шар на елке будет висеть ровно. Надеюсь, все понятно объяснила и наглядно для вас показала. Как вы видите на видео, абсолютно ничего не видно, что вы сместили крючок и банты. Шар смотрится ровно и аккуратно. И банты на этих шарах я тоже украшу кабошонами квадратной формы, единственное в золотом обрамлении. Один шар готов, и теперь приступаю к декорированию второго шара. Эту лепнину я тоже прокрашу белой акриловой краской и сверху посыплю золотым глиттером. Напомню еще один момент: когда окрашиваете лепнину, сначала проходитесь по бокам, а затем окрашивайте верх лепнины. Так вы точно ничего не пропустите, и лепнина будет в одной цветовой гамме. И вот такой северный олень получился. Приклеила я его тоже на клей B6000 и далее буду его украшать. Полностью всю фигуру обрамлю цепью со стразами шириной 2 мм в золотом цвете. Так как фигура неровная, цепь я буду резать на части и клеить точно так же. Из-за того, что цепь состоит из квадратных страз, где-то получаются вырванные места. Но я отрезала одно звено от цепи и приклеила его на это место. И теперь хвостик смотрится завершенным. Цепью со стразами я обрамила всего оленя, кроме рогов. Для них я буду использовать стразы в цапах диаметром 2 мм. Декор оленя почти завершен, но я еще хочу добавить другие стразы в золотом цвете на самого оленя. Этот шар тоже утяжелился. Лепнина сама легкая, но из-за того, что я ее задекорировала стразами и цепью со стразами, центр тяжести на шаре тоже изменился. Поэтому здесь банты я буду клеить точно так же, как показывала ранее видео, а далее поделюсь с вами уже готовым результатом. И вот так вместе смотрятся два шара в золотом обрамлении в белом мраморном бархате. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант декора новогодних шаров. В этом году этот олень пользуется большой популярностью как на верхушках, так и на шарах. И самые популярные цвета бархата — это был белый и мятный. И далее в видео я вам покажу, как эти шары смотрятся вместе и в золоте, и в серебре. И мне будет интересно услышать от вас, какие вам шары понравились больше, в золотом или серебряном обрамлении. Ну что же, и на сегодня это все. Поздравляю всех с наступающим 2022 годом. Желаю здоровья, домашнего уюта и благополучия в новом году. Надеюсь, видеообзор был для вас интересным и полезным. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!